8 марта у цветочных палаток Луганска нет привычных очередей. На улицах вообще мало людей. Можно подумать, что горожане с первым весенним теплом отправились на дачу. Но какой там, если на подъездах к городу блокпосты, а кое-где даже стреляют. Мало кто покупает, да? Нет, почти раз. В основном ополченцы покупают. Раз на раз не приходят. Они самые денежные, наверное, да? Мы не знаем. Но пенсию ж не платят людям, зарплату не платят. Вместо хлеба пенсионеры пришли, купили розы на последние копейки. Поздравляют женщин, поздравляют теть, бабушек, мам. Как обычно, 8 марта. Пожалуй, это главное впечатление от обстановки. Все вроде как обычно, но с оговоркой. Например, на бигбордах нет коммерческой, одна социальная реклама, но непременно с милитаристским уклоном. Есть супермаркеты, но с набором продуктов скорее из советского сельпо, чем из современного магазина. Узнаю знакомую речь со смягченным украинским «г» и отрывистым «шо». Но как только начинаешь общаться, понимаешь разницу между теми, кто остался здесь, и живущими за пределами непризнанной территории. Иди сюда. Своего пекинеса Петр Игнатьевич выгуливает при любой погоде. На улицу хотя бы только во двор. Выходил даже в самые горячие дни минувшего лета. Гуляли с ним. Вот здесь. Когда тут снаряды начали, мины начали падать, я на него упал, накрыл его, а эти осколки вокруг нас летают. Постоянство его черта во всем. И пускай другие сходят с ума от ненависти при одном упоминании о пресловутой киевской хунте, пенсионер на текущие события смотрит исключительно с позиции здравого смысла. Ну вот сейчас все кричат, почему нам Киев не дает пенсии, не дает зарплаты. Ну как он не могут давать нам пенсию, зарплату, если у нас другое государство? У нас же сейчас же, как, Луганская Народная Республика. Уже мы до Киева вообще дела не имеем. Да. Значит, кто должен нам пенсию давать? Они, Да. те. Но они же сделали то, что не должно было быть. Они подумали, а как жить дальше? Да, да. Как будут людей обеспечивать работой, зарплатой, пенсией, как будут обеспечивать? Давайте Новороссия. О, давай. Новороссия. Новороссия, блин. Первый курс для студентов – такой же исторический момент, как и все, что происходит вокруг. Жизнь, несмотря ни на что, оправдывает ожидания. Как вам живется здесь? Отлично даже. Зарплата. Особенно в тишине. Да? Да. Особенно в Уже мире. детей стреляют. Перемирие наконец-то. Да, наконец-то. Не стреляют. Это А самое главное. А можно узнать, вот, с чем вы, с какой страной вы связываете все-таки свое будущее? Все-таки Россия или Украина? Россия! А почему? Вам что Ну, такое? потому что Россия во время войны нам помогала, а от Украины вообще не чувствовалось никакой И помощи. заблокировала все Да, карточки, и не с помогала России идут людям. наши И корни. не пропускала продукты сюда ничего. Ваших корней на Украине вообще нету? Да Ну, есть, меня там мало. есть, но они как-то не настроены. Да, они говорят, что Отрицательно вы настроены. террористы все и как... Сепаратисты. Да. А как вы считаете, как Украина могла себя вести в такой ситуации, когда от нее пытаются отделить часть территории? Ну, по-моему, точно не так. Они Ну, должны были конечно, через диалог. Они отрицательно относятся. Они хотели, конечно, нас, чтобы были в составе, но мы этого не хотим. А должна быть воля, должны быть слова, должны люди... Свобода Это- слова. То есть Надо было захотел сначала. отделиться от страны, отделился, да? Вопросительное молчание – самое обнадеживающее, что можно услышать от местной молодежи сегодня. Готовыми рецептами и толкованиями событий новоявленные вожди и полководцы стараются вытеснить малейшие сомнения. Мы не валяем памятники, мы им приносим цветы. Мы гордимся той историей, которая есть. И здесь очень многие могут нас там, неправильно понять, там какой-то идол якобы Украины и украинизации. Друзья, он был гражданином Российской империи.
Почему именно Российская империя для нас близка? Потому что город Луганск был основан великими русскими людьми. И именно благодаря Российской империи у нас есть наш родной город. Если Россия нынче в моде, то Украине в лучшем случае могут отдать должное. И никак иначе, только так. Строем пришли, строем возложили, строем разошлись. За всем этим угадывается рука подражателя традициям раннего совка. Просто ребята из Ассоциации молодежи Луганщины, вот они вышли с таким предложением. Мы поддержали. А чем вы занимаетесь? Мы занимаемся воспитанием здравой, активной молодежи. То есть, главный лозунг, то, что нужно действовать, нужно не сидеть на месте. Вы можете вспомнить что-нибудь из Шевченко? Я Шевченко, я не являюсь сторонником Шевченко, но прийти сегодня, отдать дань этому человеку, я сегодня из-за этого пришел. Много ли среди этих ребят сторонников партии Пушкина — спорный вопрос. А вот день рождения Кобзаря без его стихов однозначно нелепо. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби невисокі, горами хвилі підійма. Ну а дальше не вспомню. В этом году, например, у нас украинской литературы просто не было, да, и украинский язык у нас тоже почти не изучался. Это из-за событий этих? Ну, можно сказать, да. Когда в городе стреляли, занятия прекращались и в вузах, и в школах. К тому же многие преподаватели поспешили уехать. Так что для невыученных уроков есть уважительная причина. Для жертвы разрушений найти ее гораздо сложнее. Где у нас была заправка, потом склады такие находились, сухостой. Не дай бог, допустим, искра какая-то полетит от снаряда. Убираем, смотрим, летит, ага, в какую сторону. Вроде не в эту сторону. Продолжаем. Потом недалеко от комбикорма приземлилась, бегом-бегом под укрытие. Но вы же сами понимаете, такое оружие, что ни склады, ни помещение никакое не помогло бы. Вот мы подошли. Подошли к бывшему зернохранилищу. На его месте остались лишь обугленные конструкции до остовы машин. Зерна в момент обстрела не было, пострадавших тоже, но замдиректора хлебокомбината все равно уверена. Бомбили целенаправленно, по наводке кого-то из работников предприятия. Только такие действия украинской армии и вписываются в ее картину войны и мира. На случай всяких «почему» в запасе, и не только у нее, есть самый надежный ответ – украинские диверсанты. Все время у нас тут возле нас стреляли. Я даже писала туда письмо, что просим. Я думала, что это размещают тут огневые точки. Я писала письмо, что прошу не размещать огневые точки возле предприятия, так что как это чревато ответными ударами. А оказывается, это просто тут бегали вокруг нас диверсанты. Это даже не версия, мировоззрение. Предположить, что могли стрелять ополченцы, чтобы посеять панику и ненависть к так называемым укрофашистам, в данных обстоятельствах равносильно кощунству. В голове что-то вертится про стокгольмский синдром. И чем директор предприятия хуже заложника? В конце концов, кто бы ни были руководители ЛНР, ей только с ними и приходится работать. Каждое утро ездила в горисполком, узнавала ситуацию, где что происходит. Потому что связи у нас не было. И мы решали, куда везти хлеб. Вывозили в основном в машинах, ну как вот выездная торговля. Начинали лететь осколки и снаряды, люди съезжали, в другое место ехали. Я тоже не один раз попадала под минометные эти все. На эпицентре там одна точка была, с которой можно было позвонить. Поехали туда позвонить, и нас как со станицы, как туда начали снаряды. Мы еле ноги унесли. Передо мной машина, в машину попала, и в автобус там 20 человек сгорело. Пролитая кровь – самый веский аргумент. И хотя ее сыновья по ту сторону линии фронта, как максималист и человек ранимый, она не видит никаких шансов для возврата к прежнему государству Украина. Я не вижу этого. Уж столько много уже произошло событий, которые, я думаю,
никак не смогут объединить необъединимое. Возможно, если будет решен вопрос автономии, потому что слишком много крови пролито, слишком много потерь, слишком много разных подходов. А у вас такое единодушие у всех, кто учится в вашем университете? Да, все настроены положительно за Россию. Почти Россию. все, почти. Есть люди, которые... Ну, у каждого свое мнение, это очень замечательно. да, Сколько людей, столько и будет мнений, так что... Ну а тот, кто хочет жить в Украине, есть такие? Да, Человека есть. 2-3 есть. Бывают и такие, бывают. Ну, все против этой войны, потому что так, как Украина повела себя. Ну вот я вас спрашиваю, как Украина могла себя повести в этой ситуации? Вы можете мне сказать? Через диалог. Надо было договориться, а не посылать сначала армию, делать АТО, а потом уже разбираться. Сначала махать мечом, а потом думать о мире. А вы считаете, Россия не спровоцировала этот конфликт? Россия нет. Ну, когда все... Когда сюда диверсионные группы приезжали? Знаете, По-моему, Когда- они помогали, приезжали. если хоть и говорят, что типа диверсионные группы России, мы этого не замечали. Когда Ага. приехали украинские диверсионные группы, заметили все мирные граждане. Да, мне... Эти убийства на улицах, эти взрывы. Вы понимаете, вот даже люди сталкиваются сейчас с множеством проблем, да, и гуманитарная помощь, и школы, и больницы, и все остальное. Ну вот я людям задаю вопрос, а почему вы не идете, да, и не отстаиваете свои права? То есть раньше вы в мае месяце прошлого года выехали там за счет людей, которые встали, которые не побоялись и не молчали. А что это изменит, если мы туда пойдем? Я говорю, ну если мы все так сядем и будем молчать и ничего не делать. Люди боятся, подвалов боятся. Люди боятся влияния со стороны неизвестных подразделений. Люди боятся Бэтмена привалили, того привалили. Люди боятся. Николай говорит сознанием дела. Всего за год бывший шахтер успел повоевать, послужить в КГБ самопровозглашенной республики и, наконец, рассориться с новой властью. А почему? Некоторое несогласие с некоторыми командирами. Это после подвала. Вы в подвале были? Да. Вас арестовывали? Задерживали, наверное. За что? За то, что я был в КГБ и охранял Болотова. То есть вы знали Болотова? Мы лично, да, с ним. Да. Валерий Дмитриевич и так далее. Ну, Валера можно просто. Ага. А можно просто, давайте пахнем. Вот этим и просрал. Его соратница Инна тоже имеет боевые заслуги. Она прошла путь от рядовой участницы митингов и штурмов административных зданий до поварихи-волонтера. Теперь герои улиц разочарованы. Не на тех лидеров поставили. Мы поднимались за народовластие. Где сейчас, на данный момент, у нас народовластие? Это народ? Знаешь кто? Ти садюга і шантажист. Ти це говориш з захопленням? Я це говорю з презирством. Если весь мир театр, то разыгрываемая в Луганске постановка уж больно напоминает давнюю историю с участием местной украинской труппы. Созданную 70 лет назад как национальный театр, ее позднее объединили с русской драмой. Потом их разделили в рамках одной сцены. В начале 90-х все вернулось в прежнее русло. Появился отдельный театр и даже отдельное здание. Сложно только в том плане, что люди не получают зарплату. И часть людей, конечно, уехали, особенно у кого маленькие дети. Вот. А так мы работаем. Мы открыли театральный сезон вот в октябре месяце еще. И работаем по сей день, как говорится. Та я тебе ні в чому не звинувачую, я тобі сказав. Що там? Я просто пояснюю, чому мені так сумно. Михаил Голубович известен миллионам кинозрителей.
Кажется, сыгранные им роли стали такой же неотъемлемой частью стереотипа об Украине, как горилка и сало. Было бы особенно интересно узнать его взгляд на события, но едва речь заходит о расколе коллектива, опытный худрук старается замять тему. Сейчас у нас осталось с техническими цехами 124 человека, а было у нас 170. Мы как бы о расколах не ведем никаких речей. Ведь человек, если уехал, его нельзя осуждать, потому что если, скажем, у него есть там, где работать и где есть где жить, наверное, он туда уехал. А многие люди как бы они делают свое дело. Вот то, что сегодня наш коллектив, они делают свое дело, занимаются творчеством. Ну а как насчет гражданской позиции? Вот у вас какая-то есть личная гражданская позиция по поводу того, что вот происходит в Украине? Ну, я коротко скажу, что война никому не нужна. Вот это моя гражданская позиция. Как считаете, вообще будущее Луганской области связано с Украиной все-таки? Это не от нас зависит. Когда говорит общественное мнение, когда кого-то подразумевает, наверное, вы что же, наверное, часть общественного мнения? Так, а что вы хотите услышать? Я просто хочу узнать, с чем с Украиной вы связываете свое будущее или с Россией? Ну, пока мы живем здесь и связываем здесь свое будущее. Как оно будет дальше, так мы и будем связаны. Будем здесь в России, будем с Россией, будем в Украине, будем в Не верьте, если говорят, что на востоке Украины все думают одинаково и смотрят только в сторону России. Эти настроения сильно преувеличены. Есть полярные суждения, но большинство людей стараются жить по принципу «не высовывайся». Неизвестно еще, чем все обернется. Другого города, дома или бизнеса им никто нигде не приготовил. Владимир Стеклов, кадеты, Макар, который Головин, Александр Сергеевич Пашутин, народный артист России, Руслана Писанка, народная артистка России, Наталья Варлей. Вот здесь у нас была живая музыка, работала все. Естественно, сервировка, все это было совершенно по-другому, то есть засервированные столы были банкетным вариантом. До войны кафе «Старград» пользовалось популярностью даже среди заезжих звезд. Александр говорит, что в заведение буквально вкладывал душу. Но когда взрывами выбило окна и повредила часть фасада здания, понял, что нет ничего дороже жизни. Вначале не боялись, что здесь просто все уничтожится? А состояние было такое шоковое. Все боялись за свою жизнь, прежде всего. То есть уже было параллельно, что здесь будет и как будет именно на тот момент. Потом, конечно, когда успокоилось, уже нужно было возвращаться, вернулся в ноябре месяце. В любом случае, какой бы там Луганск ни был, разрушен, не разрушенный, и все мои знакомые, все мои друзья, которые, скажем, сейчас находятся не в Луганске, в любом случае они хотят вернуться домой. Это я знаю точно. Мені 13 минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилась. Чого так весело було. Господнє небо й село. Ягня, здається, веселилась. Ну і що там далі теж було. Поэзия как искусство и поэзия как вызов. В 2 шагах от здания правительства самопровозглашенной республики и его по-боевому вооруженной охраны чтением заповита отмечают день рождения Кобзаря. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окремі. Але Шевченко не вкладається тільки в рядки цього вірша, який є показовим в його творчості, який передає ідеї боротьби і волі. Саме ці радикальні ідеї в такій радикальній формі беруться зараз на знамена українського націоналізму. Комментарий филолога вносит некоторую ясность. Национальная интеллигенция демонстрирует лояльность режиму. Расхожий оборот «у каждого свой Шевченко» соответствует и букве, и стилю мероприятия. Если вчитаться
В Шевченко он очень и очень был большим гуманистом, великим гуманистом, потому что он не учил убивать. Подняться и восстать, имеется в виду в себе преломить что-то, и в себе что-то изменить в первую очередь. Перед интервью Жанна Марфина просила не задавать политических вопросов. Как выяснилось, опасается за родственника в Киеве. Он работает прокурором, но сейчас сам под следствием за то, что при Януковиче вел дело Автомайдана. Вы боитесь только того, что произойдет с родственниками на территории Украины, или то, что произойдет с вами на территории ЛНР? На территории ЛНР со мной ничего не произойдет, это я уверена. Да? Мне правда, мне лучше этот вопрос опустить. У меня там серьезные могут быть проблемы. У вас проблем не було в організації Шевченківських чтень здесь? Ні, абсолютно нас підтримали влада міста Луганська, за що ми дуже вдячні голові адміністрації Манолісу Васильовичу Пілаву. Нас підтримали перші керівники Луганської Народної Республіки. В общем-то и так понятно. Чтение Шевченко – лишь малая составляющая продуманного действа, своего рода пропаганда достижений ЛНР. И еще год назад за украинскую речь здесь можно было и поплатиться. И вдруг в самый разгар сепаратизма такое благодушие. Вы знаете, что день рождения Тараса Шевченко сегодня? Ну, конечно, знаю, да. В прошлом году, я же говорю, тоже отмечали день рождения Шевченко. И взяли ОГА первый раз. Когда толпа пошла, мы пошли сюда. Попутно дали в рыло какому-то старому, который читал Кобзаряна. Я еще поинтересовался, зачем бить этого-то. Он-то и не знает, что его бить шли. Потом пошли науга и отломали двери. О прошлом у Николая самые теплые воспоминания, о настоящем только непечатные выражения. У бывших возмутителей спокойствия к власти один главный вопрос – что делать? Вы сейчас работаете? На шахте так и числюсь, меня не рассчитали, но шахта что же не работает? Я торговала, вот лично я. Я торговала в Мегастарплазе. Раньше все было нормально. Мегастарплаза разбита, никто ее не ремонтирует. Аренду нам сказали платить такую же, как мы платили до войны. Работаешь ты, не работаешь, за место отдай. Товар взять негде, потому что все перекрыто, нет возможности ни на Украину выехать. Россия тоже сейчас не пропускает сюда товар. Действительно, бизнес почти заглох. И дело не только в том, что продавать, за что покупать, тоже непонятно. Банки либо превращены в офисы, они же казармы для ополченцев, либо просто пустуют. Замерли крупнейшие заводы. Казалось бы, хлеб надо выпекать при любом политическом строе, но и здесь не обошлось без потерь. У нас был в объеме производства 43% экспорт. Сегодня экспорта нет. Мы в год перерабатывали 250-270 тысяч тонн зерна. Сегодня, допустим, вот мы перерабатываем в месяц где-то 4-5 тысяч. Это получается в 3 раза меньше. Экономическая изоляция Донбасса от остальной Украины делает призрачными перспективы производства. До августа сырья хватит, а потом вектор развития, словно стрелка компаса, все настойчивее поворачивается на восток. Нас уже с Украины ничего не отпускают. Вот вагоны стоят 1,5 месяца, у нас их сюда не пропускают. Тара, сахар, вот никак не пропустят. Наверное, уже и не пропустят. Поэтому закупаем в России, платим деньги. Естественно, это неудобно, потому что банки не работают. Но в каждой ситуации можно найти выход. Перевозим. Просим, администрация просит, мы пишем письма в администрацию Ростовской области, и они нам дают возможность вывести машинами МЧС Ростовской. Кажется, с поставками градов работала более упрощенная схема. Здесь и сейчас рвутся все шаблоны. Например, свою долю гуманитарной помощи из России Украинский музыкально-драматический театр получил в виде гастрольного тура. Есть предложение, сейчас пригласили, и Новочеркасск пригласил, и есть приглашение с Якутии, сейчас официально ведутся переговоры уже, поэтому я думаю, что маршрут
в ближайшее время уже будет намечен точно по каким городам. А Украина не приглашала? Нет. А вы обращались, пытались как-то взаимодействовать? Ну, вы знаете, наш бывший директор, он выехал как бы и зарегистрировал театр в Северодонецке, взял печать и устал. Но там несколько человек просто людей. Отъезд, как убедился Александр, для него не вариант, но и помощи ждать неоткуда. Приходится выкарабкиваться в меру сил. После нескольких месяцев простоя он с большим трудом пытается вернуть к жизни свой общепит. То есть с тех пор вы так и не открылись? Фактически нет, не открывались мы. Так, если есть какой-то заказ, ну какой заказ? Бывает там 10-15 человек, и опять-таки это благодаря тому, что сарафанное радио. Ну в данной ситуации что? Ну поминальный обед какой-то. Вот это мы делаем. Выпечка, пирожки. То есть на магазин отдаем. В кафе традиционно делали кассу на банкетах и свадьбах. Сегодня подобные заказы редкость. Утешение для владельца в одном. Хотя бы это сохранил. А ведь легко мог бы потерять. Фактически вообще у нас закрытие произошло 18 июля. То есть когда уже просто возможности не было работать, потому что постоянные бомбежки были. 17 июля рядом был шикарный ресторан «Pas de Provence», там было прямое попадание. 18 июля я сделал последний заказ. Вот, как бы это было, я не помню, какое-то банкетное мероприятие небольшое, но пришлось людей выводить через черный ход, потому что был серьезный обстрел. Вот, с 18 числа у нас уже отключили электроэнергию. Ну, а 20 июля как бы произошло вот то, что, собственно, видно на фасаде здания. Раньше мы получали 2 пенсии и зарплату. Жена у меня умная, она одну пенсию в чулок откладывала, просто в чулок откладывала. Денег насобирался, вот мы сейчас на это живем. Но уже осталось уже там, если на месяц хватит, ну от силы на 2 хватит месяца. Больше денег уже не хватит. Как хочешь, так и переживи. Если доживем, ну, я чувствую, я уже до хорошей жизни не доживу. Пессимизм Петра Игнатьевича легко понять. В школе, где он подрабатывает сторожем, лишь неделю назад дали зарплату за октябрь – 50%. Вся надежда по-прежнему на личные сбережения. И еще на то, что в Луганске сохранится мирная жизнь. А сам Луганск в составе Украины. И знаете что? Я никогда не был против России. И никогда не буду. Но я никогда не был против Украины и тоже никогда не буду против Украины. Я тут родился в Украине, и я тут помру от этого в Украине. Пускай они что хотят делать.